Здравствуйте, мои дорогие! С вами Дина, и я приветствую всех у себя на канале «Коллекция рецептов». Как правило, под Новый год случаются чудеса. Вот и меня они не обошли стороной. И сегодня я хочу поделиться с вами своей радостью. С момента выхода первого видеоролика прошло совсем немного времени, и за этот короткий период у меня появилось много новых и верных друзей. И я рада каждому новому подписчику и гостю моего канала. И сегодня, мои дорогие, вас уже более 1000 человек. И я признательна и благодарна каждому из вас за высокую оценку нашего труда, за поддержку и за такие теплые и приятные комментарии. Насколько вы заметили, я люблю готовить и готовлю много. И я стараюсь приготовить для вас всевозможную выпечку, блюда из мяса, птицы, рыбы, салаты и закуски. И практически в каждом рецепте я использую специи, пряности и приправы. Но найти хорошие, настоящие, стопроцентные, особенно экзотические, в обычных магазинах практически невозможно. Среди моих друзей и подписчиков есть один очень хороший кулинарный канал от интернет-магазина Айдиго, на котором ребята очень грамотно и умело используют специи и пряности для приготовления своих кулинарных шедевров. Когда я зашла в интернет-магазин Айдиго, я была удивлена не только ассортиментом продукции, но и привлекательными ценами и акциями. Удержаться было невозможно, так как я нашла в этом магазине все то, что так давно искала. Конечно, я сделала свой заказ. Склад интернет-магазина находится в Екатеринбурге, но благодаря быстрой доставке транспортной компании свою посылку я получила уже через неделю. Итак, мне не терпится открыть эту посылку, но я хотела это сделать вместе с вами. Давайте вместе ее откроем. Я покажу, какие я заказала специи и пряности, и немножечко о них расскажу. Приступаем. Я вооружилась ножом и сейчас буду открывать. А попутно расскажу, что у интернет-магазина Айдиго вся продукция представлена в разных упаковках. Это и маленькие бумажные пачки, которые продаются в обычной розничной сети, и стеклянные колбочки. Это вообще пряности элитной серии, которые не стыдно подарить на праздник в качестве подарка. Кстати, о подарках. Если вы еще не сделали подарок на Новый год для своих родных, друзей и близких, я рекомендую вам, зайдите в интернет-магазин Айдиго, а ссылочку на этот интернет-магазин я обязательно оставлю в описании под видео. У них громадное количество всевозможных подарочных наборов. Итак, мои родные, давайте смотреть. Боже мой, тут целый клад. Что это? Посмотрите, все в фирменной упаковке. Иван-чай, медовый спас. Иван-чай, утренняя роса. Иван-чай с клюквой и мятой. Это же просто кладезь витаминов. Для чего нам заморские чаи, зеленые, черные, когда испокон веков на Руси пили Иван-чай? Это исконно русский напиток. Содержит громадное количество витаминов и микроэлементов. Он тонизирует организм, наполняет витаминами. Кстати, в Иван-чае витамина С больше в 6 раз, чем в обычном лимоне. Итак, смотрим дальше. Манго и карри. Сейчас я вам буду рассказывать про все эти специи. Пектин и копченая паприка. Давайте по очереди. Манго-карри. Всем известна знаменитая индийская приправа карри. Основа ее состоит из куркумы, поэтому она имеет такой желтовато-коричневатый оттенок. И добавление в эту знаменитую пряность порошка манго придает такой неповторимый кисловато-фруктовый аромат нашим блюдам. Пектин – это абсолютно растительный загуститель, и готовят его преимущественно из яблок.
И если вы хотите приготовить джем, конфитюр или пастилу, вам не обойтись без пектина. Я обязательно покажу вам, как я делаю с добавлением пектина сахарные кружева для оформления своих тортов. Идем дальше. Копченая паприка. Копченая паприка – это вообще нечто особенное. Приятный аромат высушенного болгарского перца с приятной копченой ноткой придает неповторимый вкус мясным блюдам, овощным, блюдам из бобовых, а также можно добавлять в омлеты и даже запеканки. Идем дальше. Белый молотый перец и агар-агар. Белый молотый перец, в отличие от черного, это полностью созревший плод и освобожденный от околоплодника. У белого перца очень сложный аромат с преобладанием древесных тонов, с оттенками мускуса и амбры. Белый перец как нельзя лучше подходит для блюд из рыбы и овощных блюд. Агар-агар, так же как и пектин, это растительный загуститель и производят его из водорослей. Чем он отличается от желатина? Ну, во-первых, для приготовления блюд агар-агара потребуется гораздо меньше, чем желатина. Во-вторых, застывает блюдо с агар-агаром уже при комнатной температуре, в то время, когда блюду с добавлением желатина нужен холод. И в-третьих, агар-агар полностью растительный, природный компонент, не животного происхождения. И он прекрасно используется в вегетарианской кухне и во многих других национальных кухнях. Он не имеет ни вкуса, ни запаха, и поэтому не испортит ваши уникальные десерты. Упаковка великолепная, все запечатано. Вы видите, с каким трудом я все распаковываю. Масала. Что такое масала? Это смесь индийских специй и пряностей. Как правило, они состоят из гвоздики, корицы, кардамона, бадьяна, мускатного ореха. Согласно аюрведе, эти специи называются горячими специями. Они разогревают организм. Человек начинает себя чувствовать лучше, усиливается иммунитет. Масала также используется для приготовления одноименного чая на молоке. И эта композиция, эта смесь пряностей прекрасно подходит для выпечки, особенно рождественской, а это очень актуально. Гарам-масала. Что такое гарам-масала? Это та же самая смесь пряностей масала с добавлением кориандра, кумина и пажитника. Эта пряность прекрасно подходит для супов, блюд из овощей и бобовых. Итак, мои дорогие, а теперь пошла серия профи. Сейчас я распакую и все вам покажу. Вот, пожалуйста, какие большие банки. В интернет-магазине Айдиго есть именно серия профи. И таких специй и пряностей у них более сотни наименований. Если вам не нужны такие большие наборы, такие большие комплекты специй, а мне они нужны, потому что я готовлю очень много, вы прекрасно можете заказать вот эту мини-профи, серию мини-профи. Единственное, что здесь не такой большой ассортимент, всего 16 наименований, тогда как настоящих профи более сотни. Сейчас я вам буду показывать, потому что там еще много всего интересного. Это смесь пряностей «Золотая рыбка». В эту прекрасную смесь входит непосредственно специи, приправы специально для приготовления блюд из рыбы. Это лук, укроп, лавровый лист, пажитник, он же шамбала и многие другие. Но эту специю можно использовать не только по назначению для приготовления блюд из рыбки, но также прекрасно она подходит для приготовления соусов на основе сметаны и майонеза. Идем дальше. Корень пастернака. Пастернак – это родственник моркови и сельдерея.
и он прекрасно подходит для приготовления бульонов, супов и блюд из мяса. Еще моя бабушка использовала пастернак. Я с детства привыкла кушать первые с добавлением пастернака. Идем дальше. Желатин пищевой. Скоро Новый год. А какой Новый год? Без заливного, без студней, без холодца. Правильно, никакой. А что для этого нам нужно? Нужен желатин. Поэтому желатина нам да побольше. Супергриль. Эта смесь специй и пряностей идеально подходит для маринования мяса. С этой приправой мясо идеально получается, приготовленное на решетке, на вертеле, на гриле. Композиция пряных трав придаст вашему маринованному мясу легкий аромат копчености. Горчица предохранит мясо от пересыхания, а небольшое количество черного перца придаст пикантности вашему блюду. Шашлык ароматный. Ой, вы даже не представляете, даже через банку такой аромат необыкновенный. Здесь смесь кавказских трав, специй и пряностей, которые идеально подходят для маринования шашлыка. Замаринуйте мясо с добавлением этой приправы, и через 2 часа у вас будет великолепный шашлык. А еще прекрасно добавить эту специю в кефир, в масло, в сметану или майонез, с которым вы будете мариновать мяско. Попробуйте, вам понравится. Кокосовая стружка. Эта высушенная мякоть кокоса идеально подходит для приготовления выпечки, десертов, украшения коктейлей и мороженого. А знаете ли вы, что смесь кокосовой стружки с перцем чили – это уникальная приправа ко многим блюдам? Лимонная кислота. Правильная сыпучая консистенция лимонной кислоты полностью позволяет растворяться ей в воде. А знаете ли вы, что 4 грамма лимонной кислоты заменяют сок одного лимона? Лимонную кислоту применяют для придания кислинки напиткам, во фруктовой и овощной консервации. Я уже не говорю про те хитрости на кухне, когда с помощью лимонной кислоты мы отмываем накипь в электрочайниках, в стиральной машине, в кофеварке и так далее. Попробуйте. Курочка пряная. Это необыкновенно ароматная смесь специй и пряностей специально для приготовления блюд из птицы. Но она не только для этого. Вы можете использовать на ее основе соусы. Она прекрасно подходит к овощным блюдам, к блюдам из бобовых. Орегано. Это пряная травка, без которой немыслима средиземноморская кухня. Применение орегано очень разнообразно. Это пиццы, пасты, блюда из овощей, томатов, бобовые и даже напитки. Кстати, в России орегано называют душицей. Кунжут – смесь белого и черного. В странах Востока кунжут используется просто в невероятных количествах. Кроме приятного орехового вкуса и очень декоративного внешнего вида, кунжут обладает очень многими целебными и полезными свойствами. В нем содержится громадное количество минералов, витаминов, микроэлементов. Кстати, в кунжуте кальция больше, чем в твороге. И эти приятные маленькие ореховые семечки идеально подходят для панировки закусок и десертов. Чеснок гранулированный. Чеснок – это классическая пряность. Добавляют его в сотни блюд. И большая банка высушенного чеснока – это то, что нужно на любой кухне. Итак, мои дорогие, я постаралась рассказать вам про каждую специю и пряность, которая была в моей посылке. И я очень надеюсь, что это видео было для вас интересно и полезно. Я всем рекомендую собрать свою коллекцию специй, пряностей и приправ. Напомню, что ссылочку на интернет-магазин Айдиго я оставила в описании под видео. Обязательно зайдите, вы не пожалеете. Тем более, что сейчас у них проводится уникальная акция. Все, кто сделает заказ до 10 января, принимает участие в розыгрыше годового запаса специй и пряностей, в которой я тоже приняла участие.
До Нового года осталось совсем немного времени, и я хочу пожелать всем своим друзьям-подписчикам, гостям моего канала, а также интернет-магазину iDigo дальнейшего процветания, благополучия и успехов. Со своей стороны я постараюсь в новом году показать вам множество новых, интересных, отличных рецептов, в том числе с применением этих специй и пряностей. И чтобы не пропустить ни один видеорецепт, подпишитесь на мой канал. Давайте готовить вместе. С вами была Дина. До новых встреч!